Честный пауэрбанк на 50 тысяч миллиампер. Мизинчик отставь, а то он тебе... Мизинчик отставить, да, у меня тут лисичка такая, мизинчик отставь. Ну, короче, суть-то дела, вот такой вот барабанчик, не знаю, такой огромный, тяжелый кирпичадло я его назвал. Кирпичадло купил себе, честно вам скажу, это на 22,5 ватта мощности зарядки, максимально, что он может. И чем он отличается вот от других таких больших, которые продают в местных магазинах. Покупал на Алиэкспресс, сейчас, конечно же, посмотрим где. Когда мне мой товарищ сказал, у меня есть там 50 тысяч миллиампер пауэрбанк, и он примерно такой же, но он заряжается за 3 часа, я долго и нудно смеялся, потому что вот эту фигню надо заряжать долго, нудно, но при этом и разряжается он точно так же долго и нудно, потому что это пауэрбанк с реальной емкостью. Короче, ребят, вот такой вот, при этом который стоит там, ну, на самом деле, где-то порядка $46, а с нашим промокодом, ссылку на пауэрбанк я закину в описании под видео, и промокодик на Алиэкспресс для aliexpress.com с нашим промокодом еще дешевле. Так что 50-ничек вот такой вот. Поехали на канале Технозон. Мы на Алиэкспрессе. И сейчас все по порядку. Все тесты есть. Вот что у нас есть из портов. А давайте я вам покажу. Сам по себе Powerbank выглядит вот таким вот образом. 4 порта, 3 USB 2.0 вот таких вот черненьких. Ну 2.0 я их называю, черненьких. Это обыкновенная зарядка. Я вам, кстати, вот давайте сразу буду показывать, что здесь есть. Из стандартов зарядки здесь только 5 вольт, 1,5 ампера BC 1.5, да, вернее обыкновенная BC-шка. Зелененький это Type A с быстрой зарядкой Quick Charge 3 до 12 вольт и AFC, кстати, вот вам вы тоже видите тест этого порта, пожалуйста. И Type-C-шечка. Type-C-шечка у нас поддерживает Power Delivery 20 Вт, тоже поддерживает Quick Charge и, в принципе, стандартный набор быстрых протоколов быстрой зарядочки. Все вы на тестере сейчас видите. Больше ничего здесь нет, кроме экранчика емкости. Вот информативно он вот есть как есть. Ну, сейчас он на 100% заряжен. Кстати, у него есть на зарядку, он может заряжаться через Type-C и заряжать устройство и разряжаться, и сам заряжаться, заряжать устройство и сам заряжаться, либо через микро-USB, чего уже такой полный атовизм, честно говоря. Ну и кнопка включения-выключения. Дальше у нас есть цена. И что же нам заявляет сам по себе производитель? Давайте посмотрим. А дальше я вам покажу по тестам. Разберу, почему он честный. Ну, видите, микро-инпут 9 вольт 2 ампера. Type-C input 12 вольт 1,6 ампер. И давайте сразу. Вот если говорить про input, вы сейчас видите, как мы ее ставили заряжать. То есть изначально мы решили ее зарядить и посмотреть на емкость. Использовали тестер VTRN, да, то есть но и 140-ваттную зарядку от Югуса. Кстати, знаете, в чем фишка вот этого вот дела? Дело в том, что мы в конечном итоге рассчитали еще и потери. Конечно же, потери обязательно считать. Вот, пожалуйста, пошла у нас зарядка 12 вольт. Смотрите, 12 вольт. И он в конечном итоге у нас разогнался до 1,6 ампер. То есть он сейчас только набирает. В принципе... И тут они, вот видите, Type-C input, то есть 12 вольт 1,6 ампер. Что же у нас получилось в результате зарядки? Вот они пишут 20 тысяч миллиампер, и здесь они огромное количество, видите, 22,5. А вот, кстати, проверка 22,5 ватта, да? Есть она такая, подтвердим мы? Давайте я вам скажу, вот, пожалуйста, мы в процессе тестирования и разряда мы получили, кстати, вот мы каким образом все это дело заряжали, разряжали. Это у нас обеспечение нагрузки. Нагрузка, пожалуйста. Это 22,2. Он спокойненько тягал. Вы увидели сейчас конкретную поддержку. То есть он заряжается 22,5 ватта. Пожалуйста, все отлично работает. Теперь другой момент. Какая же емкость у нас получилась в процессе заряда? В процессе заряда мы получили 200 ватт-часов энергии, которую принял Powerbank. После этого мы стартовали разрядочку, вот он у нас заряженный на 100%. Мы включили через тот же самый Type-C самым быстрым способом разрядки, включили Power Delivery Trigger. Давайте сейчас я вам покажу. Вот мы обнулили полностью все показатели ампер-часов, включили 12 вольт, вот, пожалуйста, 12 вольт, и дали саму нагрузку. То есть мы включили
нагрузку. Вот, и дали нагрузочку, и, пожалуйста, 22 ватта он начал у нас заряжать. И вот, пожалуйста, результат разрядки. 141 ватт-часа, вы сейчас не удивляйтесь, 200 взял, 140 разрядил. Все очень предельно правильно. Сейчас мы с вами видим результаты зарядки разряда. Смотрите, заряд 200 ватт-часов. Как рассчитываются миллиамперы? Ватт-часы умножаем на 1000, делим на вольты. По сути, у нас получилось, я вам объясню, почему 3,6 вольта. Потому что на самом пауэрбанке они заявляют, что 50 тысяч ампер, миллиампер это 3,6 вольта. Они рассчитывали для 3,6 вольта. Все остальное идет через преобразование. То есть, если вы думаете, что нужно считать емкость пауэрбанка в миллиамперах, то вы глубоко ошибаетесь. Рассчитывать ее нужно в ватт-часах. Теперь смотрите, с учетом потерь при зарядке, которые, то есть почему получилось больше, чем 50 тысяч миллиампер? Потому что сам по себе тестер VTRN, плюс 2 длинных кабеля, плюс сама по себе зарядка Югус, на преобразовании теряется порядка 10-15%, обычно по максимуму 15%. То есть у нас вошло 200, там, грубо говоря, ватт-часов, но с учетом потерь и КПД 85-90%, реальная внутренняя емкость у нас будет ближе к 47-50 тысяч миллиампер при 3,6 вольта. То есть он честно взял заряда 50 тысяч миллиампер. Разряд, полезная энергия у нас получилось 170 ватт-часов, то есть 200 мы залили через тестер, но зашло туда порядка 170 ватт-часов. А теперь на секундочку. При разряде 140 ватт у нас получилось чистой отданной с учетом преобразования и потерь на тепло и на преобразование порядка 15-20%. И мы получили 140 ватт отданных. То есть у нас совпал вход и выход с учетом потерь и преобразований. Пауэрбанк честный, потому что емкость считается на прием. Вот какие хитрые у нас. А вот на отдачу он дает 140 ватт-часов чистой энергии, и уже сколько миллиампер рассчитывается от каждого, скажем так, потребителя. То есть если ты берешь 140 ватт-часов и заряжаешь его 22,5 ватта, то это будет, конечно, меньше миллиампер. Если 3,6 вольт ты возьмешь там 1 ампер, это будет 3,6 ватт. И по факту это будет, там, например, все 50 тысяч миллиампер. А при, допустим, 12 вольтах это будет, конечно же, намного меньше. Но по факту Powerbank у нас абсолютно честный. Он имеет 50 тысяч миллиампер, при базовых расчетных 3,6 вольт он спокойно вбирает в себя 50 тысяч миллиампер. Вы должны понимать, что не бывает пауэрбанков, которые вот 50 тысяч миллиампер при 12 вольтах или там при 20 вольтах, там 3 ампера, например. Так не бывает. Рассчитывают при базовых 3,6, 3,7, насколько идет сам по себе аккумулятор внутри. Честно вам скажу, это бюджетный пауэрбанк, ничем, в ноутбуке он заряжать не может, заряжать смартфоны, вот вы сейчас видите вставочку тоже, он смартфон включил на быстрой зарядке, заряжается, отлично работает. Я вам скажу так, рекомендую нормальный пауэрбанк, и это уже не первый такой пауэрбанк, который я беру на обыкновенных китайских, скажем так, элементах, именно на обыкновенных китайских аккумуляторах 2170 и в принципе можно использовать. Насколько он долго проработает, время покажет, но пока что работает, у меня работает, у моей мамы работает. И в принципе, я вам скажу, проблем с ним пока не возникало. У меня уже даже тут окошечко затертое, я его таскаю с собой везде. Ребят, рекомендую, честный, дешевый, емкостный пауэрбанк. Нам же с вами главная мощность и честность емкости, а он таковым и является. Поэтому с вами был Bubble. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Пока.